Добрый день, дорогие друзья! Сегодня решил показать вам, как у нас дросла рассада. То есть вот уже сейчас росли корни. Прошло 2 недели. Вот, ну да, чуть больше 2 недель. Больше 2 недель, и вот уже такие вот корни. Вот, кстати, на этой вот, это была посажена еще позже, почти на дней на 5. Но сами усы были большие. Я сейчас вот какой-нибудь возьму большой. Попробую выдернуть. Вытаскивается. Какой можно вытащить носок. Так, сейчас, секунду. Она очень плотная. Так, вот сейчас покажу. О, какие корни. Вот это, кстати, другой торф. Там остатки у меня были торфа, которые я посадил. Вот эти вот, это вот посажено не в другой торф. По мне он хуже. Он, там вообще почти добавок никаких нету. Здесь есть добавочки. И поэтому он какие-то больнухи. В целом неплохо. Даже из маленьких он нарастает. Вот эти вот огрызки то растут. Вот есть, которые нет. Да, вот выпадали, которые не принялись, но в целом нормально. Вот тоже. Вот они, которые не принялись. Такие вот. Но в основном вот такая вот история. Еще недельку. Я думаю, мы начнем отсортируем часть отсортируем и будем охлаждать, пытаться. Просто температура 23 градуса. Это вверху. Тут вверху теплее, внизу прохладнее будет. Сейчас работают вентиляторы. Вот. Вот это мурана, которую мы оставляли. Мурана здесь уже все нормально, ее уже можно. Это здесь уже вон. Это уже все очень даже хорошо. Хорошие кустицы с корневой, сажай, выращивай, получай урожай. Конечно, не трей, мини-трей. То есть нам вообще в этом смысле такого нету. Задача стоит совсем другая. Совсем другая задача. Какие пауки тут развелись, блин. Откуда они взялись? Пауки. Вывелись пауки где-то. Ладно. Так, ну самое... Какой он здоровый вырос. Что он там имеет по корням у нас? Ну да. Все у него хорошо будет. Есть вот такие вот обрезки. Все сажал. Все выдернется. Блин. Что-то как-то страшно вытергивать. Вот пошел. Ну да, тут в целом еще надо подержать. Есть малышня, маленький совсем. Ну, кстати, вот этой малышни корни тоже неплохие, но есть совсем маленькие. Ой, выдернул. Выдернул, капец.
срочно засадить поглубже, чтобы он нарос. Ё-моё. Такой корешок выдернул хороший. Да, это фрига обрезалась, и боковые мелкие срезались, и вот они все. Я посадил их, вот они, пожалуйста, принимались. Вот, что, хорошие кустики будут потом, как подрастут. Просто подольше их подержать. Есть, которые большие, вот вымахали. Уже сортировать надо, в общем. Это долгая история. Здесь вот такие лопухи он есть. То есть тут вообще есть серьезные ребята у нас. Я думаю, да, тут о, такие ребята уже можно их уже морозить. Так, ну вообще ролик-то не об этом. Мои авокадики. Вот. И нам надо кое-что с ними сделать. Будем делать мы одно самое. Первый раз, когда я буду делать, надо вот это привить к этому. И будем пробовать сейчас. И вот эти вот пересадить в больше горшок. В общем, такой вот горшок. Не знаю, насколько он литров. Литров, наверное. 7, наверное. Может. Короче, не знаю. Не суть дела. Берем керамзит. Так вот насыпаем сюда. Так вот. Я думаю, достаточно. Сильно много не надо, чтобы будет небольшой дренаж. Так, насыпаем землю. Нет, сейчас померяем тут. Конечно, вот этот надо пересадить сюда. Вот. Пересадить сюда. А вон тот пересадить вот вон тот пересадить в этот горшок. Увеличить. Вот. Поэтому сейчас мы будем это делать. Так, ну я уж не буду снимать, как я буду отсюда это выковыривать и сюда вставлять. То есть уже сниму. Сейчас покажу потом готовый результат. Вот прививку, как делается. Попробуем это все вместе сделать. Так, будем прививать в расщеп, как он там называется правильно. Ну, то есть отрезается ствол. Ну, надо, чтобы он одинакового диаметра был. Хотя вот этот толще, чем этот. Вот. В общем, нам надо отсюда отрезать все листья. Вот эти все листья мы отрезаем. Отрезаем ствол. Здесь тоже отрезаем. Делаем продольный надрез. А здесь такие срезы боковые. И вставляем, чтобы совпали все слои стебля. И так вот до конца заматываем, оставляем пипку. Заматываем вот пищевой пленкой. Это в теории. На практике сейчас будем пробовать, как это будет получаться. Так, в общем, короче, пересадил я их. Вот этот маленький был в этом горшке. Я его пересадил сюда. В большой. Вот такой вот горшок. Знаете, этот оставил. Пусть растет. Что-то я думал, что вот этот горшок больше, чем тот, который белый, вот этот вот. Но оказалось, они одинаковые. Вообще никакой разницы нет. Поэтому надо покупать больше горшки. Надо в 2 раза больше горшок. А это уже сложно найти. Придется что-то придумать. Какие-нибудь ведра. Не знаю. В общем, по прививке решил этому дать нарасти немного. Вот. Тот, ну, доживет он. Короче, как они выровнятся, то будем прививать. Вот. Сейчас вот посажу вот эту вот ребятенка. Вот. Такой тут уже вот корень нарос. И он уже второстепенные пошли. Вот. Так вот в стакане он
прорастает. Делаются надрезы. Можно делать 4 надреза, я делаю там, сколько получается, 8. Или так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, да, 8. 8, можно 4. Другой вот у меня такой же 4 сделано, просто, не знаю, в общем. Мне кажется, что чем больше надрезов, тем лучше он пролезает. Смысл прививки в чем? Чтобы, во-первых, сохранить этот хосса, или как она, ну, коричневый, в общем, который сорт. Эти обычные, как они, продолговатые такие, вот, которые, короче, без понятия, какой там сорт. Вот. Эти круглые, такие, как гранат. Вот эти очень вкусные. То есть, вот таких вот у меня 2. Вот я их хочу друг другу или к таким вот привить, или к друг дружке сделать один привитый. Ну, в общем, посмотрим, пока не знаю. Так, а вот эти вот хосса хочу сюда вот привить, к этому, потому что зачем обычный нужен, когда его можно вырасти запросто. А коричневые как бы интереснее. Вот. Оставлю их здесь у себя под искусственным светом, потому что тут все-таки более благоприятный климат. Вот. Сейчас вот посажу вон тот белый горшок. Ну, будем пробовать, что получится, как он будет расти. Здесь посмотрим. А, еще, да, забыл. Еще сейчас разведу удобрения 1,2, где-то EC 18, а, 19. Вот этот нутривант. Полью их немножко, чтобы, ну, прикормить надобно. Вот, в принципе, все. Поставлю их здесь где-нибудь под цвет. Пусть растут себе. Тут, один тут, один тут. Так что вот так вот. В принципе, все. Вот. Вот здесь вот, да, многовато было так выпадов. Мелковатые. Но здесь я прям сажал совсем прям мелкие, которые, блин, очень... Вот эти все, это мелочь была. Здесь вот вообще вот много выпадов. Вот. Но она сама здесь... Ну, вот такие вот я сажал, вот. Вот. Малюшки. Где-то половина выжила их. Как бы у нас времени полно. В общем, поэтому... Здесь уже хорошие сажались кусты. И там вот эти маленькие. Тоже он сколько тут выжило. Нормально. Какие-то даже наросли. Хорошо. Вот. Угу. Что тут у нас? Ой, ну лазит, как обычно. Как обычно надо поддавить. Что тут? Ну тут нормально все. Потихоньку нарастает все это добро. Ё-моё, что такое тут у нас? Ой, блин. Потихоньку нарастает. Ой, как хорошие здесь корневые-то. Вот он какой малыш. Блин, оторвал корень. Нормально тут. Кустик-то небольшой. То есть, что это означает? Что означает, что скоро будем морозить. Ё-моё. Еще недельку прям. Да, тут вообще отличная корневая. Ё-моё. Ну вот, блин, да, росла здесь. В одну сторону растет. Ну это за неделю-то нарастет. Все, вот я сейчас эту неделю еще держу. Под конец недели будем сортировку делать. То есть вот такую вот мелюзгу мы отсортируем. Сейчас, кстати, глянем, что тут вообще есть, какие-нибудь корнишки-то. Нифига себе мелюзга. А она-то вон уже сколько тут дала. Она-то сколько тут дала уже.
А она-то наросла тут. Блин, тут подсыхает. Бля. Чё ты тут не лезешь? Ну да, этот еще не нарос, выдернул. Ладно, сейчас зажмем туда. Вот этот вообще малыш, да, посмотрим. Чувствую, там ничего нету. А нет, есть. Есть. Ну, такие мелкие мы отсортируем, их отдельно поставим. Вот. Досадим кабрилы там. Это все кабрилы, вот, кроме вот отделена тут мурана. Тут у нас это не перепутаем точно. Как бы это уберем. Все. Будем морозить. Да, останется там дальше досиживать с другими. Будем досаживать другие усы. Другие усы. В общем, такой вот у нас выпуск с нашего рассадника. Вот они, авокадо какие размером. Вот тут бочка. Вот. Что здесь уже желтеть начал. Но вот как наступает зима, мало света, и вот начинается, он весь скукоживается, как листья опускает, появляются вот такие вот проблемы. Вот. Сейчас вот мы их подкормим, дадим антистресс, филатончика поставим их сюда под хороший свет, под яркий свет, под влажность 60%, 23 градуса, идеальные условия вообще. И все. Будет, должен расти. Вот, так что до связи. Обязательно, ребята, ну пожалуйста, ну кто смотрит, подпишитесь, поставьте лайк, что-нибудь там в комментариях начеркайте. Вот, будет очень приятно для канала, для развития, ну, стараюсь. Что-то придумываем, что-то делаем. Будет много чего интересного. Кстати, вот такой вот у нас разрушитель. А вон еще один. До свидания. До новых встреч. Всем всего хорошего желаю.